Мы с Россией никогда не помиримся, пока она существует в виде того политического объединения, которым она является. А люди? Пересечные. Пересечник, Пересечные люди будут думать то, что показывают по телевизору, как справедливо заявляет Невзоров. Всегда был умным человеком и остается умным человеком. И умнее с каждым днем. Так вот, мне кажется, но мы не спориднены народы с ними. Это разные люди, мы разные люди. В силу исторического процесса были какие-то связи обеспечены. 400 лет мы были в составе единой державы. Ну и что? Греки и турки тоже были 500 лет в составе единой державы, а сейчас, простите, мама дорогая. Так вот, то же самое мы. Австрийцы с немцами почему-то не объединяются, хотя язык один и так далее, и так далее. Так вот, не хотим мы, и ирландцы с англичанами. Борьба идет за наследие Киевской Руси и за будущее, которое отсюда выйдет. Они претендуют, как у арабов и евреев, они претендуют на нашу Киево-Печерскую лавру, на Храмовую гору, а мы... На матрицу, да? Да, мы в свою очередь претендуем на нее, но претендуем меньше, чем надо было бы. Но тем не менее, поэтому перспектива России и Украины определяется роста вверх настолько, насколько глубокие корни. Поэтому мы как-то киевский период пробрасываем, мы говорим, что Триполи на этот самый, они перехватывают этот период и говорят, это наше. Вкладывают миллионы и сотни миллионов долларов в то, чтобы доказать, доказать, что они наследуют Киевскую Русь. И получается, что покуда существует Украина, покуда лавра под независимой Украиной, их историография, в которую они инвестируют, их логика, их система оправданий и аргументаций просто тупо не работает. Потому что, грубо говоря, раз это ваша земля, и вы отсюда вышли, почему она не ваша? Почему нам хохлы сидят? Вот и все. Вы посмотрите, кроме того, это столкновение цивилизаций. Мы же, как ни крути, европейское общество, при всей сложности наших отношений с Европой, а они азиатское общество. В России есть византийское общество, есть европейское общество, есть азиатское. Византийское и европейское подавлено вот этой азиатчиной, которая выперла, хазарщиной. И получается, что вот эта звериная жестокость, которую они проявляли по отношению к нашим военнослужащим на Востоке, это именно глубокое неприятие их Майдану, это глубокое неприятие наших идеалов, это культурная відраза у них по отношению к нам. Они нас ненавидят, действительно, ненавидят и не понимают и не принимают. И как не разговаривая насчет того, даже с умными россиянами, что вот есть геополитика 50, то все равно вот в глубине видно это пасконное, домотканное ватничество такое, которое заключается в том, что вот это они так долго убеждали мир, что они отдельная цивилизация, что похоже, что действительно... Поверили сами и действительно стали такой. Дело в том, что самосбывающееся пророчество. Все это вырезание, вот издевательство над нашими убитыми, отрубание рук с украинской символикой. Когда они радовались всей России расстрелу Майдана, у нас падали в онлайн-режиме девчата и молодые ребята по 19 лет, простреленные насквозь, они же от восторга вопили. Я же помню этот интернет, сообщения по каналам и так далее, и так далее. И как бы в массе своей. Это культурное неприятие. Вот как мы не любим кого? Каннибалов-людоедов не принимаем, да, так они не принимают нас. И получается, что звериная ненависть варваров по отношению к Европе. Вот с чем мы имеем дело. Это новое варварство. Какое бы оно ни было, как бы оно ни было бы подано, какими бы грамотными людьми, типа того же Киселева, достаточно грамотный человек, это конфликт варварства и цивилизации. А то, что вот Невзоров говорил, то, что мы в цитате его слышали, о том, что у большинства из этих 90% такое, навязываемое мнение, и если вот этот колпак пропаганды сорвать, то авось, небось, кто-нибудь, так сказать, придет в себя. Нет ни одного аргумента в пользу срыва колпака пропаганды. Что бы Россия не творила в Сирии, в Афганистане, как бы она ни шушукала, не играла с Западом, в центре их стратегического замысла остается Украина.